Итак, я связала 4 одинаковые детали. Так они выглядят у нас с лицевой стороны. Вот наши диагонали. Это изнанка. И теперь нам нужно соединить эти детали. Мы их кладем лицом вниз. И я буду соединять, начиная с донышка. Вот эти вот маленькие наши аппендиксы, детали, они и являются донышком нашей сумочки. Соединять будем с одной стороны берется нижний край, а с другой стороны идет боковая сторона этой детали. И так мы складываем в таком порядке 4 раза. Получается, вот эта вот сторона немножечко уже боковинки. Я прежде чем соединять эти детали, с лицевой стороны по краю обвяжу столбиками без накида. И обвяжу то количество, какое у нас будет идти в соединении. То есть здесь у нас был наборный край 14 столбиков, значит и здесь сделаю 14 столбиков без накида. Одну сейчас деталь провяжу, покажу, что у меня получилось. Итак, вот я уже соединила 2 стороны вот таким вот образом. Покажу уже вам, как я это делаю. Так что сделаем соединение вместе. Итак, вот у меня одна деталь. Уже боковая сторона обвязана столбиками без накида. Все лежит лицом вниз. Беру следующую деталь. Нижний край мы должны соединить с боковой стороной детали. Ну, например, вы здесь берете новую ниточку, я продолжаю вязать то, что у меня есть. Первый же столбик. Так. И сюда тоже 14 вставляю крючок. Снизу подхватываю ниточку. Так. Протянули. Теперь ввожу следующую петлю на одной детали, на второй детали. Вот так идем до конца. Столбиков соединительных мы вот таким вот образом провязываем. Я дошла до конца, последнюю 14 петельку провязываю. Так. Теперь можно подхватить, это вот подъемный столбик. Я провязывала здесь цепочечку, чтобы не было у нас никаких дырочек соединения. Так, попробую соединить. Сделала воздушную петлю. Ну, немножечко у меня осталось ниточки. Не знаю, хватит ли мне. Чтобы связать здесь 14 столбиков без накида. Ну, можно попробовать. Вот у нас идут петли подъема. Я прямо в каждом ряду делаю по 2 столбика без накида. Вот один сделала, следующий вставляю сразу за рядом с соединительными столбиками, захожу крючком в свободное место и провязываю столбики. Вот. Хватило мне этого кончика, я его тут тоже закреплю, чтобы он у меня не выскочил. Так, вот что у меня получилось. Переворачиваем это все творчество. Нам нужно присоединить еще одну деталь. Вот таким вот образом. Я сделаю сразу обвязку. Ну, вот, предположим, наш край. И мне так, это выходит отсюда.
нужно сделать воздушную петлю и идем в первый же воздушный ряд воздушной цепочки. 1, 2 столбика, следующий снова 2, обвязку мы делаем с лицевой стороны. Вот. Давайте захватим еще какую-то боковую ниточку для прочности. Переворачиваем. И теперь сразу соединить две стороны. Итак, еще раз. С изнанки зашли в первый столбик обвязки. Далее первую косичку. Вот я попала в серединку, захватили ниточку и шагаем в следующую косичку. Вот. Следующую. Да, все, вышли. Вот я дошла до конца. Так, у меня уже ниточка закончилась. Мы довязали 14 столбиков. И теперь мне нужно немножко выровнять, подтянуть этот край. Я вот вставлю крючок за воздушную петлю и воздушную на верхушке. Да, такая сложная немножко конструкция. И возьмем вот в серединку. И здесь вместе с старой рабочей ниточкой я хочу захватить еще и новую. Попробуем все это вместе аккуратно протянуть через одну петлю, вторую, третью и четвертую. Получилось. Так, слишком короткая. Теперь из этой петли я вытяну старую рабочую ниточку. Так она у меня зафиксируется. Так, это я потом буду прятать. Хвостик в сторону. Буду вставлять в ту сторону, где столбики без накида. Крючок сначала, а потом уже буду идти под косичку. Подтягиваемся. Итак, сначала в эту деталь, затем нижний край другой детали. Все, я дошла до конца, последний 14 столбик. И могу закрепиться воздушной петлей. Далее, как выглядит наше соединение, следующее соединение сумки. Поскольку мы будем все равно соединять по изнаночной стороне, то есть лицо будет к лицу, мы должны будем вот эти вот наши нижние края широкой детали соединить с маленьким нашим квадратиком. Это первое соединение. А дальше наши боковые части. Итак, я попробовала соединить боковую часть по донышку и по боковой стороне. Нужно постараться по максимуму, чтобы совпали диагонали. У нас там количество их не одинаковое с обеих сторон, поэтому нужно немножко руками где-то подтянуть. Вот я зафиксировала прищепочками край, и сейчас буду, вот здесь особенно нужно выровнять шовчик, и сейчас будем вместе вязать, делать соединение. Берем нашу ниточку и произвольно любую петлю на одной стороне, на другой стороне ставили крючок. Вытянули рабочую нить,
Сделали воздушную петлю, затянули. Так, захватывая цепочечку из воздушных петель, идем аккуратненько соединительными столбиками к уголку нашей детали. Здесь мы дошли до уголка, где у нас соединяются 4 шва. И вот нужно по максимуму здесь подтянуть на одну линию. Ну, даже если это не получится, это на донышке проверять никто не будет. Еще раз напомню, это вязаное изделие, а не из ткани. Уголок пройти, подтянуть. Так, еще вот здесь закроем отверстия все. Вот так. На обратной, на лицевой стороне посмотрим, как у нас получается уголок. Так, берем. Так, еще раз. И посмотрим, как у меня здесь совпали диагонали. Аккуратно. Так, внизу хорошо. Вот это немножко сдвинулось. Так, чуть-чуть спустить нужно. Ну, просто подтягиваем руками. Одно полотно к другому. Так, смотрим. А если кто-то думает, что я могу аккуратно провязать соединение и при этом еще опытным операторам все нюансы и тонкости показать, вы ошибаетесь. Это довольно сложная задача, потому что я смотрю на свою работу, а не в экран. И что я показываю, мне не видно, поэтому надеюсь, вы сможете понять принцип, как я это, что я делаю. Наши косички соединили. Вот так вот цепляемся аккуратненько. Будем до конца. Сверху в обвязку тоже куда-то, где заходит крючочек, провязываем соединительными столбиками. Еще можно за последние верхушечки. Закрепили. Ниточку не обрезаем, она нам еще пригодится для обработки нашего шва по лицевой стороне. Где-то можно 1 метр оставить. Это все разгладится. Переходим к следующей детали. Вот она, боковинка. Вот наш треугольник. Да, так сложили. И далее другая сторона.
Вот у меня уже 3 стороны сумочки соединены. Вот так смешно и странно она выглядит. Соединяем последнюю сторону. Встретимся уже в конце. Все, я сделала все соединения. Вот такое непонятное что-то кривое, косое у нас получилось. В обморок, пожалуйста, не падать. Донышко у меня было заранее отпарено. Возможно, я забыла сказать. Но если что, то положили сюда полотенце и тщательно отпарили все швы. Идем теперь отпаривать. При отпаривании сразу выравниваем хорошенько все стороны, все наши шовчики. Я отпарила все швы с обеих сторон, и с изнаночной, и по лицевой. И как я уже сказала раньше, ниточку мы не обрезаем. Я обрезала. И что я сделала? Я закрыла косичкой из соединительных столбиков этот шов. Внутри у нас рабочая ниточка. Провязываем косичку. Петли стараемся делать не затянутыми, не сильно большими, не сильно маленькими. Аккуратно идем в нашем шве. Вот здесь. Да, это не совсем легко. Захватываются разные по ходу ниточки. Но мы не сдаемся. Так. Красота требует жертв, поэтому мы не спеша провязываем столбики. Вот еще одну сторону я провязала. И вот так вот все эти 4 шва мы закрываем косичкой. Провязала все швы. Еще раз хорошенько отпарить. И можно дальше завершать нашу сумочку. Итак, все мои швы уже обработаны, еще раз пропарены. И я уже начала украшать верх сумочки вот такой бахромой. Сделала довольно короткую, вообще красивее, более красивее будет длинная бахрома. Ну, я использовала остатки. И пока оставлю короткую. Но если у вас ниточки достаточно, поэтому используйте более широкую бахрому. Я беру линеечку и приблизительно по 11 сантиметров отрезаю рафию. Так, пусть не совсем точно, но нарезать нужно необходимое количество. Так, берем изнаночную сторону, поворачиваем к нам, складываем пополам нашу ленточку. С изнаночной стороны крючок вставили и захватили нитку. Такую петельку сделали. Вставляем крючок в каждую верхнюю петлю. Вот наша петелька образовалась. Подхватили кончики и просто протянули через эту петельку. Все, бахрома получилась. Так я пройду весь верх сумочки и посмотрю. Возможно, где-то захочу добавить, поэтому приблизительно в каждую петельку вверху у нас идет одна ленточка бахромы. Ну, если вы видите, что есть пространство, его хочется закрыть, поэтому добавляем спокойно еще бахрому. Потом вы вот здесь вот внизу сумочки, когда отрезали остаточки, вот остатки нитки, вот сшивания деталей, посмотрите, может, не стоит ее всю выбрасывать, вы тоже можете ее использовать
на бахрому. Ну, пусть она будет короче. Если длиннее, то потом немножко подрезать можно. И вот так вот, не спеша, проходим весь верх сумочки. Вот такая бахрома у меня получилась. Все я разгладила. Пушистая. И теперь можно приступить к пришиванию ручек. Можно ручки тоже связать из рафии. Я посмотрю, может быть, предложу вариант вязаных ручек. Я для своей сумочки выбрала кожаные ручки. Буду их намечать и пришивать. Как я намечаю ручки? Поскольку у меня идет отрез такой метровый, прежде чем отрезать какую-то длину ручки, я с одной стороны намечаю приблизительно, какую длину ручки я хочу. Далее я беру просто какую-то другую ручку, намечаю ту же длину, смотрю со стороны, как мне удобно носить, насколько красиво смотрится, и уже после этого я могу отрезать. Я выбрала длину 60 сантиметров. Поскольку они у меня тонкие, то смысла делать здесь шов я не вижу. Я выбираю здесь крепление на шурупах. Где-то 2 шурупа с каждой стороны на 4 сантиметра. Так, и от центра, от нашего шва центрального, я буду идти где-то на 6 сантиметров. Вот я сделала 2 отверстия. На другой стороне, чтобы не делать с линейкой никаких манипуляций, мы просто складываем нашу ручку и намечаем наше отверстие. Так, одну ручку я прикрепила, с второй ручкой я проделала ту же манипуляцию, также сделала отверстие. Здесь у меня уже отмечены 6 сантиметров расстояние, на котором я буду крепить ручки. И смотрим, чтобы приблизительно на одной высоте были наши ручки. Осторожно ищем, где наш шуруп выходит между петель. Здесь хорошо бы еще сделать накладочку из кожи, например, можно, чтобы укрепить. Здесь тоже 2 дырочки, такую накладочку делать. И таким же образом мы крепим вторую ручку. Все, 2 ручки пришиты. Соединили сумочку, сложили, посмотрели, все ли совпадает. Все замечательно. И теперь, как вариант, я думаю, пришить здесь кнопочку. Я буду вязать 2 квадратика столбиком без накида. Так, вяжем наше крепление для магнитов. Я не хочу их пришивать к сумке. Да, не так аккуратно выглядит. Ну, скажем, вот 4 сантиметра. Мы набрали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 подъем. Во вторую столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, смотрим. Да, где-то 4 сантиметра. Вот такого размера магнитик.
Хвостик мне не нужен. Узелок первый я распускаю. Подтягиваю ниточку и продеваю ее под наши ножки столбика. Далее воздушная петля, и мы поворачиваем наше начало квадратика, да, или прямоугольника, посмотрим. Снова вяжем 7 столбиков без накида. Думаю, еще один ряд и достаточно. Вот такой вот квадратик у нас получился. Так. Вот где-то в серединку мы вставляем нашу застежку. Там нужно будет с зажимом придавить. Берем нашу сумочку. Вот так вот посерединке. Мы ее будем пришивать. И оставлю вот такой длины ниточку. Дальше буду смотреть, как ее лучше пришить, скорее всего, иголочкой. Наш кончик из последнего столбика мы вот так вот вытягиваем, берем иголочку, немножко повыше сделаем. Вот как раз у нас видна линия отвязки. По этой линии прикладываем нашу застежечку. И так вот петелька за петелькой, куда у нас захватывается ниточка, можно по несколько раз, мы провязываем аккуратно нашу застежку. Захватываем несколько петель, чтобы более плотное было крепление. Сбоку все мы тоже захватываем. И поверху я иду под ножки нашей обвязки. Вот этой вот широкой. Креплюсь ножки столбиков. И так получается у нас не пришивная, а вот с такими ножками магнитная застежка. Пришивать нам ее не нужно. И с обратной стороны, то есть с лица, у нас тоже не видно никаких металлических креплений. Так, я вот сюда зайду, сделаю такой узелок небольшой. И протяну ниточку внутри. Такая своеобразная подушечка получилась. Так. Смотрим, как мы будем открывать. Ничего ли у нас не отстает. Да, все держится. Все. Одна часть замочка закончена. Делаем самостоятельно вторую. Вот так вот мы установили нашу магнитную кнопочку. С лицевой стороны ничего не заметно. И внутри у нас есть застежечка. После того, как я пришила магнитную кнопку, у меня вот такие вот кусочки остались. И сейчас я снова, чтобы не выбрасывать, добавлю несколько в бахрому.
Сложили пополам, протянули уже между бахромой и продели в петельку. Так вот у нас все остаточки используются. Я все же решила укрепить ручки изнутри, поскольку вязка хоть и плотная, но тем не менее при нагрузке на ручки шурупчики могут выскочить между столбиками. А нам это не нужно. Поэтому такая незапланированная вставочка, оформление ручек. Возможно, нужно было как-то по-другому обыграть. Ну, по данной модели, конечно, лучше всего это пришить ручки. Но поскольку у меня нет иглы специальной для кожи, не хочу возиться, это мне очень тяжело. Ручки тоненькие. Когда пошире, я могу сделать отверстие и тогда уже прошить рафией. Но здесь лучше обычными швейными нитками потолще сшить. Ну, я решила пока сделать такой вариант. Надежно, цвет довольно хорошо, поэтому сумочка моя уже готова. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Не совсем испугалась своей сложностью. Пробуйте, вяжите. Приятного вязания!